ребята. Нахожусь рядом с заводом. Что такое? Ну что, всех приветствую на своем канале. Сейчас нахожусь около гигантского завода. Прям реально здоровый. Какой-то был звук слышен оттуда. Так. Короче, нахожусь на гигантском заводе. Отсюда вот залез. Смотрите. Я не знаю, это какой завод был, что тут изготавливалось. Но территория очень огромная. Ветер гуляет, чувствую как. Просто гигантские масштабы. Смотрите. И это все заброшено. Тут какой-то, по-видимому, подвал был, да? Да, вот сюда спускайся. Там что-то было. Вот территории, смотрите, какие. Лестница на второй этаж. Вот это какая-то резина или что это? Тут еще какой-то. Сейчас думаю, да, в ту сторону пройтись, а потом уже вернуться обратно, подняться на второй этаж. Если, конечно, я успею здесь все посмотреть. Очуметь, смотрите.
Также вход на второй этаж. Масштабы просто реально. Итак, буду заходить в это помещение, смотреть, что тут находится. Просто гигантские какие-то помещения вот под что-то были сделаны. Смотрите, какое помещение. Да. Да, и вот врата. Сюда, как я понял, по-видимому. Что такое? Я, короче, отсюда потихоньку буду ходить. Какой-то звук был, серьезно слышно прям. Короче, как я понял, вот это вот дорога железная. Сюда заезжал поезд с тех ворот. И, собственно, вываливался груз вот в эти отсеки. И вот такой гигантский ангар. Я не знаю, он сколькоэтажный, 3, скорее всего, или 2. А, вот тут лестница, и вот там что-то стоит непонятное. Так. Поднимусь по этой лестнице. Тут, короче, ничего такого особенного. Просто вверх. Вид сверху. Все видно. И какие-то сооружения вот. Непонятные. Вообще, по идее, на самом деле мне очень здесь страшно. Хочу побыстрее отсюда уйти. Еще какие-то звуки были с той стороны. Что это такое, бля?
Сейчас поднимусь на эту лестницу и ухожу сюда. Ребята, тут тоже есть различные ходы. Ну, короче, это будет не сегодня, потому что здание неизвестно, охраняется, нет. Скорее всего, охраняется. Я в следующий раз сниму вторую часть. Ну, а сегодня так чисто. Первый этаж. Собственно, завода этого. И все. Тут реально, по идее, много очень всяких различных комнат. Какие-то, смотрите, моторы или что это было. Такие отсеки для чего-то непонятные. Смотрите, какие-то огромные бочки или что это? Бочки или что это? Звуков тоже очень много. Так что я сюда буду уходить, пока мне все тихо. Так. Ну и все. Сейчас буду потихоньку лазить, а дальше уже сниму продолжение на улице. Покажу более-менее, как здание выглядит. В общем, я отсюда вылез, вот с этого окна. Потихоньку. Сейчас покажу размеры всего этого. Смотрите, вот это здание снаружи. Тут, как видите, были рельсы. Также поезд приезжал, что-то сгружал. И, собственно, уезжал отсюда. Масштабы, смотрите. Там дальше больше. Сейчас прогуляюсь по этой дороге железной, покажу вам территорию всего этого. Упала моя карманная зарядка. Я не знаю, сколькоэтажный этот завод, но, по-видимому, тут, скорее всего, этажей как 5 точно есть. Вот смотрите. Опять же, этот звук со стороны завода был слышно, прям что-то упало. Вот они. Это до сих пор вся территория этого завода. А там что у нас? Там выход, да, вот. Или вход. Скорее всего, поезд заезжал оттуда вот. И продолжал путь в ту сторону. А это где стояли эти отсеки
когда поезд заезжал, что-то загружал. Так, я буду отсюда потихоньку выбираться. Реально огромная территория. Все заросло этими кустарниками, деревьями. Ну что, облазил я только первый этаж этого здания. Обошел первый этаж, и то не весь, в той стороне вообще не был. Поднялся на второй этаж, но там было палево, мне кажется, фонарик светил, и с улицы охранники бы увидели, если я поднялся на второй этаж. Потому что там много разбитых стекол, и реально легко увидеть, что находится вот внутри этого завода. Ну, как и видели, первый этаж там реально какой-то стрёмный капец, какие-то звуки там были, я сам слышал, непонятные. Может, из-за того же ветра какой-то шум был. Да, кстати, вот опять он дует ветер этот, и звук происходит. Ну что, я думаю, я сюда еще раз вернусь, потому что я не снял до конца, что в этом заводе находится, не обошел полностью его. Показал, что есть, как есть. Увидимся в следующем видео. Ну, с вами был Андрей, до новых встреч, всем пока.